Всем привет! Сегодня я подобрал для вас самые необычные фильмы ужасов. В этот раз их будет 8, так как я взял пару фильмов из старых подборок. Я не мог их сюда не добавить, потому что для меня они прям нарицательное слово «необычные». Всем, наверное, уже приелись типичные ужастики, где выпрыгивает привидение или еще какая-то нечисть, пугает всех вокруг и заныривает обратно. А вот если это призраки еврейской семьи, которые мстят немцам во время Второй мировой, вот это, как по мне, уже необычно. Еще хочу напомнить, чтобы вы не обращали внимания на низкие оценки IMDb, так как критики, наверное, слишком боятся фильмов ужасов. Ну или просто не любят их. Смотрите лучший рейтинг пользователей. А сейчас заваривайте чай и поехали! «Маяк». Я, наверное, очень странный паренек, так как это один из моих любимых фильмов вообще. Для меня он наравне с «Терминалом». А «Терминал» очень крут. Действие происходит в конце 19 века, на одиноком острове возле Новой Англии. Сюда приезжает Ефраим Уинслоу, чтобы работать на маяке, смотрителем которого является старый злобный моряк Томас Уэйк. Уэйк относится к Ефраиму как к скоту, загружает его самой грязной работой и не разрешает ему подниматься на маяк, словно что-то там скрывает. Постепенно Ефраим начинает замечать странные вещи, которые происходят на острове. Ранее спокойный и не пьющий парень под давлением нового начальника и жуткой обстановки начинает пить как не в себя и сходить с ума. Фильм нужно смотреть очень внимательно и желательно с хорошей акустикой, ведь помимо постоянного напряжения между главными героями, тут еще давит на психику жуткий звук. Пусть вас не пугает черно-белая картинка, через 5 минут привыкаете, и это становится плюсом. Что? 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 Что я и говорю? Призраки войны. Говоря в приветствии о немцах и призраках евреев, я имел в виду именно этот фильм. В 1944 году, после боев в Нормандии, лейтенант Крис Гудсон и 4 его подчиненных получают задание – подменить солдат, охранявших загородную резиденцию, похожую на замок, которая ранее использовалась немецким командованием. Изначально они думали, что этот приказ прям отдых в комфортных условиях. И поначалу так и есть. Куча еды, выпивка, сигары. Но вскоре американские солдаты узнают, что к ним выдвинулся гарнизон вражеских войск в количестве 50 человек. Но даже это оказывается не основная проблема. Основной является паранормальная активность в самом здании, где нацистами была до смерти замучена еврейская семья. Это крайне необычный фильм, особенно последние 20 минут удивили. Кому-то понравится такой поворот событий, а кому-то может немного сбить настрой. «Оно» или «Оно следует за тобой». Я нашел именно по второму запросу. В оригинале оно вообще называется «It Follows», что переводится как «Оно следует». Не понимаю, почему нельзя было так и перевести. Ну, неважно. Главная героиня – обычная 19-летняя девушка по имени Джейн, которая ничем не отличается от своих сверстников. Но однажды ее жизнь меняется кардинальным образом. И далеко не в лучшую сторону. Джейн отдается своему новому парню на заднем сидении машины. Но сразу после секса юноша меняется. Он предупреждает девушку, что только что передал ей странное проклятие. И теперь за ней повсюду будет следовать некое создание, чтобы убить. Оно может принимать облик любого человека. Существо просто неспешно идет за девушкой, но делает это постоянно. И есть только один способ обезопасить себя – передать проклятие дальше, занявшись с кем-нибудь сексом. Фильм намеренно снят так, что все люди вокруг героев ведут себя нетипично. Например, двигаются очень медленно, как в «Кошмаре». Поэтому часто непонятно, то ли это просто кто-то ходит на заднем плане, то ли идет то самое существо. Ну, все в порядке? «Солнцестояние». Фильм рассказывает о группе студентов, изучающих древние культуры, которые отправляются в далекую шведскую деревню, где живут члены языческого культа.
Аспирант-антрополог Кристиан давно искал повод расстаться со своей девушкой Дэнни, чувства к которой остыли, но не подворачивалось удачного случая. А когда ее сестра по неизвестной причине убивает родителей, а потом совершает суицид, разойтись с подавленной девушкой становится еще сложнее. Поневоле парню приходится посвятить ее в свои планы и взять с собой в Швецию. Там, оказавшись в дружелюбной общине, гости из Америки были приятно удивлены теплым приемом. Они прибывают в деревню как раз ко дню летнего солнцестояния, очень важного праздника для местных. Они готовятся принять участие в костюмированном ритуале по данному случаю. Но спустя некоторое время отношение к ним начало меняться. А веселье и развлечения уступили место древним жутким ритуалам. Практически весь фильм снят при солнечном свете, кроме нескольких эпизодов. Это очень нетипично для ужастика. А в самой Швеции фильм был воспринят многими зрителями и критиками как черная комедия. Большинство людей на сеансах во время самых напряженных сцен ржали. «Ведьма». Фильм рассказывает о пуританской семье Уильяма и Кэтрин, живущих в Новой Англии в 1630 году, которых вместе с 4 детьми изгоняют из поселения за нарушение церковных законов. Они уходят подальше от местных жителей и обосновываются на самой окраине леса. А вскоре у них рождается 5-й ребенок, мальчик по имени Сэмюэл, который позже бесследно пропадает. Мать, убитая горем, во всем обвиняет старшую дочь, не доглядевшую за братом. Но девочка свою вину отрицает. Вскоре начинают происходить странные вещи. Животные постоянно чем-то встревожены, урожай погибает, а второй сын становится одержим злым духом. Внутри семейства с каждым днем нарастает напряжение. Мать семейства начинает подозревать, что ее старшая дочка – ведьма. В одном из интервью Стивен Кинг признался, что фильм «Ведьма» его по-настоящему напугал. Этот фильм снял режиссер Роберт Эггерс, тот самый, который снял и «Маяк». Ну, по стилю съемки здесь видно. Иона, молись. Я никак не могу вспомнить молитву. Что? Я не могу вспомнить молитву. Ну что еще за глупости? Повторяйте, дети. Отче наш, Сущий сущий на на небесах. небесах, Пожалуйста, да святится. перестаньте. Не надо, Молитесь. пожалуйста, перестаньте. Молитесь же. Перестаньте, не надо. На колени и молитесь. Проклятие! Прекратите, пожалуйста. Пустота. Во время ночного патруля заместитель шерифа Дэниел обнаруживает ползущего по дороге окровавленного мужчину и доставляет его в местную больницу, в которой работает его бывшая жена Элисон. Результаты экспертизы говорят о том, что кровь на незнакомце принадлежит другому человеку, поэтому полицейскому приходится дожидаться, пока пострадавший придет в сознание. Вот только незнакомец в крови не единственная странность этой ночи. Вскоре в этой же больнице сходит с ума медсестра. Она срезает с себя лицо, а затем убивает одного из пациентов. А здание больницы окружают люди в белом. Кто любит рассказы Лавкрафта, тому понравится фильм. Я люблю, мне нравится. Нужно всех увести. Кто знает, что им надо. Может, попробуем забаррикадировать двери или как-то выбраться? Черт, а я о нем почти забыл. Весна. Эван полностью потерял контроль над собой после смерти матери, что привело к большим проблемам с законом. Он потерял практически все, что у него было, и теперь его ничего не держит в Америке. Он покидает свою страну и отправляется в Италию, навстречу новым приключениям. В одном из городов, расположенных на побережье моря, Эван встречает красотку по имени Луиза. Девушка является практически воплощением женщины его мечты, поэтому парень полностью погружается в роман. Он вновь обрел смысл жизни. Однако влюбленный Эван не замечает некие странности вокруг девушки. И она его совсем не пугает. Хотя стоило бы бояться, девушка совсем необычная. Ты вампир, оборотень, зомби, ведьма или пришелец? Бабадук. Фильм рассказывает историю женщины по имени Амелия, все еще не восстановившейся после смерти мужа, который погиб в тот же день, когда она родила Сэма. Неподготовленная к роли матери-одиночки, она пытается дать своему ребенку все самое необходимое, в то время как сам мальчик страдает от бессонницы и озабочен какой-то охотой на монстра. Однажды Амелия читает сыну найденную им книгу о существе по имени Бабадук.
и очень переживает, когда тот начинает считать монстра настоящим. Но вскоре она лично убеждается, что слова Сэма не так уж и далеки от истины. Фильм не так пугает скримерами, которых тут всего несколько, как давит на психику, нагнетающей обстановкой. Папа.